Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о том, как сделать вот такой переход. Причем мы его сделаем не просто один раз для одного проекта, а мы его сохраним так, чтобы его можно было бы найти внутри DaVinci среди других переходов, а также настраивать те его параметры, которые вы захотите. Итак, давайте начнем. В первую очередь нам понадобится любой готовый переход в DaVinci, потому что именно на его основе мы будем делать наш собственный переход. Итак, я выбрал Cross Dissolve, это самый простой переход. Перетаскиваем его на таймлайн, выделяем его и нажимаем правой кнопкой и выбираем пункт Convert to Fusion Cross Dissolve. И теперь еще раз правой кнопкой Open in Fusion Page. И у нас открывается именно сам переход. Здесь у нас есть Media-In, Media-In 1, Media-In 2. Это наши два клипа, между которыми будут переходы. И группа нод Cross Dissolve. И в этой группе находится всего лишь одна нода Dissolve. Поэтому здесь можно просто удалить целиком эту группу. Она нам не понадобится. Итак, для того, чтобы сделать переход, который я показывал в самом начале, нам необходимо следующее. Сначала добавляем ноду Transform. Так, и к ней нам нужна маска в виде полигона. Поэтому добавляем полигон, рисуем, ну, вот такую штуку, такую полоску под наклоном. Примерно так, и давайте сделаем ее более ровной, так чтобы верхние и нижние грани были горизонтальны и параллельны друг другу, а также боковые грани тоже. Вот примерно так. И подключаем ее к Transform. Transform давайте увеличим где-то, ну, пусть будет почти 1,3 значения. Вот. И смотрите, если мы подвинем нашу маску, то мы видим в ней увеличенное наше исходное изображение, которое находится в Media-In 1. Итак, для того, чтобы наш переход мог изменяться по длительности и при этом не слетала вся анимация, нам необходимо воспользоваться анимационными кривыми для того, чтобы анимация не зависела от длительности перехода. Поэтому нам нужно немножечко преобразовать значение центр X для маски. Поэтому нам нужно нажать правой кнопкой мышки, выбрать Modify With и выбрать XY Path. Выбираем его, и теперь у нас X и Y значения могут меняться с помощью вот таких колес. И теперь эти значения нам нужно к ним опять же применить модификатор. Для того, чтобы применить модификатор, нужно снять сначала ключи, потому что с ними не применится. И теперь нажимаем правой кнопкой по X, Modify With, Anim Curves. Итак, что нам нужно сделать тут? Для начала переходим в самый первый кадр. И нам нужно выбрать значение, вот здесь, Offset, с которого будет начинаться наша анимация. Давайте, для того, чтобы не высчитывать его, выберем, вот, подвинем маску к краю клипа. То есть вот здесь она уже почти начинает заходить. Вот, где-то так. Это в первом кадре, точнее в нулевом. Теперь давайте перейдем в нулевой кадр и определимся, насколько нам нужно ее подвинуть. Значение, насколько нам нужно подвинуть маску по X, отвечает параметр Scale здесь. И вот в конце перехода, независимо от его длины, маска должна оказаться уже за пределами клипа. То есть вот, видите, она уже вышла. Соответственно, вот такие у нас значения будут для Offset и для Scale. Давайте проверим, просто передвинем Playhead, и видите, у нас маска двигается так, как нам нужно. Теперь давайте добавим еще один трансформ.
И по сути проделаем похожую манипуляцию, но уже с другой маской полигон. Также подключаем ее к Transform. И теперь давайте ее нарисуем. Она будет наклонена в ту же сторону, но уже рисуем ее с другой стороны нашего клипа. И теперь, опять же, Center X, Modify With, XY Path. Снимаем ключи. Правой кнопкой по X, Modify With, Anim Curves. И теперь переходим опять же в нулевой кадр. Offset. Это стартовая точка. Пусть она будет вот здесь. Переходим в последний кадр. И конечный параметр нам нужен вот такой. Проверяем. Переходим в нулевой кадр. И переходим в последний кадр. Отлично. У нас маска двигается так, как нам нужно. Теперь, чего не хватает? Надо изменить размер в ноде Transform. Поэтому давайте увеличим его просто на какое-то произвольное значение. На самом деле здесь ставьте ровно столько, сколько вам нужно. Хотите 1,1, хотите 2, ставьте 3. Тут уже на ваше усмотрение. Далее. Теперь нам нужно сюда уже включить наш второй клип, на который будет заменяться первый клип во время перехода. И выход ноды Media In 2 тянем к выходу ноды Transform 2. У нас образуется нода Merge. И теперь, чтобы клипы у нас менялись так, как задумано, нам понадобятся опять же эти же две маски. И для удобства я предлагаю их скопировать для того, чтобы иметь меньше проблем с ручной настройкой новых масок. Мы их выделяем, нажимаем Ctrl-C, здесь нажимаем Ctrl-V и получаем копии этих масок. И теперь их соединяем. Первую маску подключаем во вход второй маски, а вторую маску подключаем во вход маски ноды Merge. Теперь копию первой маски. Смотрите, она у нас вот такой формы. Для того, чтобы анимация сработала именно так, как было задумано изначально и показано, я рекомендую сделать следующее. Выделить именно вот эти две точки, то есть передние по направлению движения, и утащить их влево. Причем утащить их настолько далеко, чтобы в самом конце перехода под маской находился весь клип. Что я имею в виду? То есть мы переходим в последний кадр и видите, весь клип внутри маски. Вот этот эффект нам нужен в данном случае. И то же самое мы делаем со второй копией, вот этой. Мы берем передние две точки по направлению движения. Можно выделить их с помощью обычного выделения, можно через Ctrl. И также подальше уводим уже в правую сторону. Так, чтобы в последнем кадре у нас весь клип был накрыт этой маской. Отлично. В данном случае тоже все получилось хорошо. И теперь, когда мы объединяем две маски, как в данном случае, у нас во второй маске появляется параметр Paint Mode. И по умолчанию он стоит Merge. И нам нужно здесь выбрать минимум. То есть это значит, что минимальная площадь, которая образуется при перекрытии двух масок, и будет у нас маской для ноды Merge. То есть что это значит? Это давайте перейдем где-то в средний клип, в средний кадр. И вот видите, здесь у нас пересеклись уже две маски, вот в этом небольшом четырехугольнике. То есть вот эта маска и вот эта. И ровно между ними у нас и открывается наш второй клип. Теперь давайте перейдем в ноду Edit. Подождем, пока закэшируется. Хотя давайте лучше растянем клип для того, чтобы лучше видеть, что у нас на самом деле получилось. Сейчас он немножко закэшируется. Это быстро, здесь нету каких-то супер крутых эффектов. И мы сможем увидеть, как у нас произойдет переход. Давайте запустим видео. Вот так. Если чуть помедленнее, давайте
покадрово посмотрим. Вот что у нас получилось. Достаточно интересный эффект. Здесь можно поиграться с формой масок, если хотите. Но давайте теперь этот переход сохраним так, чтобы мы могли в нем менять какие-то параметры. Опять же нажимаем правой кнопкой Open Infusion Page. И теперь нам нужно выделить те ноды, которые участвуют именно в переходе. Что у нас относится к переходу? 2 трансформа, 4 маски и нода Merge. И сейчас нам нужно их выделить в том порядке, в котором они потом отобразятся, когда мы будем задавать те параметры, которые нам необходимо изменить. А это я планирую менять вот этот параметр size для 2 трансформов, а остальные параметры, ну, как бы много смысла, как по мне, не имеют в данном случае. Вы можете добавить какие-то еще свои. Поэтому выделяем ноду transform через Ctrl, вторую ноду transform, а дальше в любом порядке. Вот эти 2 маски, вот эти 2 маски и merge. Теперь кликаем правой кнопкой по любой из выделенных нод, выбираем пункт макро, create macro. Здесь в верхней строчке мы можем как-то назвать наш переход. Я назову его Lines Zoom. Вы можете называть так, как вы хотите. И теперь смотрите, у нас Transform 1, Transform 2 и дальше произвольный порядок. Мне нужны параметры из Transform 1 и Transform 2. И это параметр Size. Поэтому ставим здесь чекбокс, отмечаем и называем этот параметр так, как он будет отображаться уже в готовом переходе. Ну, пусть это будет size left, так как это будет линия, которая начинает движение слева. А здесь это будет size right, так как эта полоска зума движется с правой стороны. Теперь нажимаем File, Save As. Можно выбрать Save As Group. В чем разница? Если вы выберете Save As и потом откроете этот переход уже во Fusion, если вы этого захотите, так как мы открывали уже готовый переход из DaVinci, то если вы выберете Save As Group, откроется также группа, и там будут все вот эти вот ноды, которые мы использовали. Если вы выберете просто Save As, это будет одна нода, то есть у вас просто будет в DaVinci храниться одна нода, в которой вы уже внутри ничего не поменяете. То есть если вы это делаете, например, для какого-то заказчика, и вы хотите скрыть то, что вы там внутри намудрили, из чего состоит ваш переход, чтобы, ну, как бы не отдавать свою идею кому-то, то выбирайте просто Save As. Если вы планируете потом этот переход как-то еще редактировать и пересохранять, то выбирайте Save As Group. Я не планирую его дальше потом как-то редактировать, мне в принципе достаточно тех параметров, которые я уже сюда заложил, поэтому я выбираю просто Save As. Lines Zoom уже у меня здесь прописано. И теперь нужно выбрать папку, куда сохраняем. Сейчас у нас выбрана вот такая папка по умолчанию, поэтому здесь нужно подняться на один уровень вверх. Здесь нам нужно выбрать Templates, Edit, Transitions. И вот здесь у меня уже есть один переход, который я создавал. И сюда давайте мы сохраним наш Lines Zoom. Сохранить. А это окошко уже можно закрывать. И теперь смотрите, переходим на вкладку Edit. И даже не перезапуская DaVinci, переходим в эффекты, Video Transitions выбираем. И в поле Search выбираем Lines. И у нас есть Lines Zoom, который можно перетянуть. Давайте это сделаем. Убираем тот переход, который мы перетаскивали до этого. Выбираем Lines Zoom. Перетаскиваем его сюда. Меняем его размер, если это необходимо. И видите, у нас в инспекторе, в его параметрах есть Size Left, Size Right. И при этом переход прекрасно работает. Давайте станем где-то вот на серединку. И вот у нас это Size Left, это Size Right. Если я нигде не ошибся, конечно. И меняя эти ползунки, вы можете
немного изменять этот переход. И также для size right. Вот, собственно, и все. Такой простой способ создать свой собственный переход, сохранить его и переиспользовать дальше в DaVinci. А также вы можете, в принципе, найти этот файлик и даже кому-то отправить, и человек может пользоваться вашим переходом. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, видео было вам полезным. Всем пока!